Произошла трагедия, очень серьезная трагедия. Погиб президент Польши, его супруга, значительное число польских граждан, которые летели к нам в Смоленскую область. Я подписал распоряжение о создании правительственной комиссии, которую возглавит председатель правительства. Кроме того, мною даны поручения правоохранительным органам, Следственному комитету, Генеральной прокуратуре, специальным службам провести максимально тщательное расследование всех обстоятельств этой трагедии в кооперации с польскими партнерами, с тем, чтобы вместе и в соответствии с нашим законодательством, соответственно, польским законодательством, тщательно расследовать все обстоятельства этого трагического происшествия. Ну и, конечно, мы должны сделать все для того, чтобы все организационно-технические решения, которые сопровождают такого рода происшествия, были сделаны максимально тщательно, в плотном контакте с нашими польскими партнерами. Я разговаривал по телефону и с исполняющим обязанности председателя Сейма Польши, маршала Сейма. Он сейчас исполняет обязанности президента, и с премьер-министром, с тем, чтобы организовать все необходимые процедуры. Я знаю, Владимир, что вы тоже разговаривали с председателем правительства. Что собираются польские коллеги делать? Действительно, это ужасная трагедия. Я разговаривал с премьер-министром, выразил свои соболезнования. Мы с вами только что говорили, ничего подобного у нас никогда не было. Премьер Польши выразил пожелание приехать на место трагедии. Я поеду, встречу его. Мы вместе побываем на месте катастрофы. Только что я подписал проект распоряжения о составе правительственной комиссии. Конечно, тела погибших мы будем перевозить в Москву для опознания. И здесь же будет организовано все необходимое для того, чтобы встретить родственников, тех, кто захочет, сможет приехать. Организовать всю другую работу, связанную с реализацией планов работы этой комиссии. Я сегодня уже переговорил с мэром Москвы. В Москве будет создан специальный штаб, информация о котором будет в средствах массовой информации. Транспортные службы будут работать таким образом, чтобы минимизировать любые издержки, связанные с перемещением. Министерство иностранных дел Российской Федерации сделает все, что от него зависит, для того, чтобы без всяких проволочек, без какой бы то ни было волокиты, обеспечить визовую поддержку тем гражданам Польши, которые захотят приехать в Россию. Сказать нечего, можно только посочувствовать, искренне посочувствовать семьям погибших. Да, это страшная трагедия, действительно беспрецедентная. Мы договорились, что будем в плотном режиме контактов и с исполняющим обязанности президента, и с премьер-министром, и со всеми, кто будет принимать участие и в скорбных процедурах, и просто помогать родным и близким погибших, которые приедут в Москву на опознание. Продолжим. Именно точно. На месте трагедии прямо за несколько минут туда прибыла наша делегация, которая по вашему поручению встречала во главе с полномочным представителем президента Российской Федерации Полтавченко. Они уже были сами прямо на месте крушения самолета. И сейчас там находится и министр по чрезвычайным ситуациям,
министра транспорта, представители Министерства здравоохранения, все службы работают. Хорошо. Я с Полтавченко говорил как раз практически с первым, потому что он был еще до спасателей даже, ну, в числе тех, кто побывал на месте этой ужасной катастрофы. Будем работать.